Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какую женщину подарит вам судьба? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. У вас сейчас проигрывается довольно непростой период. Это может быть период сложный как по работе, так и по любви, отношения, чувства, да, вот, то есть все сферы могут быть затронуты. Причем даже может быть проигрываться, что у вас сейчас начало, ну так, сбоить немножко так здоровье, могут обостряться какие-то болезни, вот, ну, реально, может быть, слегли кто-то даже с простудой. Вы сейчас находитесь абсолютно в таких вот грустных энергиях, грустном настроении, потому что вот как-то в жизни много чего не ладится. Помимо того, что я не вижу вот личной жизни, в вашей жизни вот было предательство, измена, которая очень вас подкосила. И теперь вы не решаетесь начать новые отношения. Вот, ну не решаетесь вы вступить из-за этого предательства. У вас есть шансы в жизни, у вас много шансов и познакомиться. Вас, возможно, даже хотят друзья-приятели познакомить, да, там предлагают, вот у меня есть знакомая, хорошая женщина. Но как-то вы либо же не хотите, либо стараетесь так не замечать вот эти все предложения, потому что, ну, вам не до этого. Абсолютно нет настроения на какие-то вот новые отношения. Давайте посмотрим, еще уточним, почему, с чем это еще связано. Смотрите, это может проигрываться, опять же, у всех по-разному. Помним, что это общий расклад. Некоторые из вас не хотят заводить новые отношения, потому что вот вы приняли решение какой-то период прожить для себя. Да, вот у вас ну, по карте дурака выпадает, что это новый жизненный этап, это такое вот, ну, беспечная жизнь, это жизнь для себя. И вы, возможно, даже ну, осознанно приняли, да, вот после вот этой боли, которая произошла у вас, вы решили, что все, теперь я живу для себя, не хочу никаких отношений, ну, серьезных отношений. Романтики мы не берем во внимание. Поэтому может быть один из вариантов, что вот вы решили, да, погрустили, пострадали и решили покайфовать немножко для себя. Другие же из вас могут еще вот держать в душе и сердце прежнюю женщину, вспоминать вот семью, как все было хорошо, вот с детьми. Ну, то есть у вас еще может проигрываться, что вы еще имеете какую-то надежду, а вдруг получится, а вдруг помиримся. Особенно это касается тех, кто не очень давно разошелся. Вот единственное, что вы боитесь вот примирения, да, ну и не только примирения, а вообще вот у вас есть такой, ну, пунктик, назовем это, да, есть такие вот опасения, что в любом случае сойдетесь вы с бывшей, либо же у вас новая женщина когда-то появится, вот вы почему-то считаете, что это будут исключительно, ну, такие по выгоде отношения. Вот вы очень боитесь, чтобы вас не разводили на деньги. Это тоже такой серьезный рычаг, который вот останавливает вас в дальнейшем двигаться в новые отношения к новым женщинам. Вы человек, который в своей жизни пережили очень много тяжестей. Это могут быть тяжести, как и связанные вообще с работой, с тяжелым физическим трудом, когда ну, таскаете тяжести реально. Из-за этого у вас могут быть проблемы с ногами, вот с суставами, это могут быть проблемы со спиной, с поясницей. Вообще, вот знаете, я не могу сказать, что у вас жизнь была довольно легкая. Вот было испытаний очень много и касательно отношений, и касательно каких-то вот жизненных ситуаций, даже может быть с работой связано, либо еще с чем-то. Но тем не менее вы пытались как-то вот выруливать, вы пытались все равно выходить победителем из этой ситуации. Ну, я не могу сказать, что жизнь вас сломила. Нет, вот вы не даете, да, вот жизни вас сломить. Вы все равно, пусть с коленей, но вы поднимаетесь. Вы человек, вот довольно часто тоже у нас в раскладах выпадает, что вы вот кубковый король, это добряк. Вот вы добряк. Пусть даже с характером, но вы такой добряк с характером. В принципе, вы человек, который много чего позволяет окружающим, но даже то, что позволять не всегда можно.
Вы иногда позволяете окружающим садиться себе на шею, пользоваться вашей добротой, и вы это прекрасно понимаете, но ничего поделать с собой не можете. Ну вот такой вы, да, это касается абсолютно всех сфер. По работе вы можете даже с коллегами, да, вот кто-то тянет работу, помогает кому-то, кто-то, допустим, если у вас в подчинении есть люди, вы их отпускаете, вы всех жалеете, вы там, возможно, взваливаете на себя какую-то дополнительную работу, чтобы другим облегчить. Ну, то есть вот в таком вот ключе, понимаете, вы такой человек, которого не нужно даже просить о помощи, вы сами все поможете и все сделаете. Вот настолько вы такой вот безотказный добряк, которым, что самое обидное, вами вот довольно часто пользуются по жизни. Вы живете исключительно вот сердцем, вы живете душой. Вот если вы выбираете женщину, то это исключительно по любви, да, вы не будете женщину, ну, как бы выбирать просто, чтобы поматросить и бросить, да, вот это не про вас, это однозначно. Вы если выбрали, да, то вы с одной будете. Вот такой вот вы, ну, порядочный добряк, да, вот я не знаю, как назвать. Вы человек, который вообще, вот знаете, вы не терпите слово измена. Вот для вас измена это табу. Это пунктик, это боль в вашей душе, которую вы пережили, да, вот когда вас предали. Поэтому для вас измена это абсолютнейшее табу. Еще может, кстати, это проигрываться опять же с детства, да. Когда вот вы еще были ребенком, возможно, у вас родители не очень хорошо жили, отец изменял, да. Возможно, это просто вот именно идет от воспитания, когда вот мама еще вас вот так воспитывала, да, родители воспитывали, что изменять это плохо, измена это нехорошо, вранье это нехорошо. То есть для вас вот измена это, ну, хуже некуда, это просто удар ниже пояса. Давайте разбираться, какую же женщину подарит вам судьба, да? Попробуем ее описать для начала. Это будет ваш шанс. Это шанс просто, ну, судьбоносный, да? Вот туз пентаклей, я обожаю эту карту. Это, ну, чуть ли не лучшая карта в колоде. Это будет совершенно новая женщина. Она сейчас на расстоянии. Это моложавая женщина. Не переживайте, это не старуха-шапокляк, да? Эта женщина такая, она очень подвижная, она очень огненная, она очень страстная, она любящая интим, причем она относится к таким женщинам, которые очень любят разнообразие в интиме. У таких женщин голова никогда не болит. Такие женщины очень активные, инициативные. Вот они, знаете, вот даже если взять интимную сферу, она 100 раз в день к тебе надо будет, она и попристает, она и позажигает, она любит разнообразие. Она готова везде. В ванной, в спальне, на столе, под столом, я не знаю, там в будке у Бобика, где угодно, понимаете? Поэтому это такая женщина, которая вот привнесет настолько вот движухи в вашу жизнь. Это такая женщина, которая настолько зажжет вот какую-то искорку в ваших глазах, потому что вот сейчас вы, ну так, немножко потухли. Вот потухли вообще как-то, нет радости в жизни. Я не могу сказать, что вы сейчас переполнены там адреналином, что там гормоны кипят, зашквар такой. Нет, абсолютно. Вот именно с этой женщиной у вас появится такая вот возможность. Это довольно стройная женщина, она моложе вас, она такая вот, может быть, даже не выглядит на свои годы, несмотря на то, что она моложе вас. Она, вот почему-то мне хочется сказать, такая девочка-дюймовочка, такая маленькая, худенькая, такая щупленькая даже, да, может быть, не всем нравятся там худощавые женщины, но тем не менее, она такая, она ухоженная, она, ну, такая бандитка-хулиганка в хорошем смысле, да, уже недавно у нас был такой расклад про хулиганку. Ну, это такая вот тоже, вот знаете, говорят, оторви и выбрось, вот про таких людей, там, ну, неважно, мужчина либо женщина, такая очень-очень подвижная. Она может заниматься спортом, она, вы знаете, вот когда она что-то делает по дому, у нее все бурлит, кипит, вот она может 10 дел одновременно делать.
И при этом, ну, как будто у нее энергия не иссякает. Вот она так живет, она кайфует от такого вот активного, подвижного образа жизни. Так, что еще? В своей жизни она пережила, смотрите, у нее точно так было и разбитое сердце, у нее был разрыв с мужчиной, причем мужчина у нее довольно такой обеспеченный был при деньгах, но это ее не остановило. Вот как раз на деньги она не повелась. Потому что, знаете, как это довольно часто бывает, что вот женщины, ну так, стараются до последнего тянуть, только бы с богатыми мужчинами не расходиться, потому что, ну как же, ну красивую жизнь потеряешь, денежки потеряешь, да? Этой женщине, ну как бы вот эти деньги по барабану были. Она сама неплохо зарабатывает, она не корыстный человек, для нее намного важнее вот, знаете, вот чувство эмоций, душевное спокойствие, вот в таком плане. Это женщина, которая, она настроена на семью, вот именно она хотела бы такого мужчину, который бы дал ей любовь, настоящую любовь, да, не просто пороманить. Она бы хотела семью, детей. Она бы хотела вот именно какой-то романтики, да. Я вот вообще, мальчишки, я вам скажу по секрету, если кто не в курсе, ну, как бы я тоже женщина. Очень мы, женщины, любим вот эти все романтические штучки. Потому что у нас почему-то бытует мнение, что вот главное в отношениях это все бурно, страстно, романы, интимы, да, это все замечательно. Но женщины очень любят вот романтические какие-то поступки, да, начиная от того же букета цветов, когда, я не знаю, там в машине дверь открыли, все вот эти прогулки при луне, какие-то, я не знаю, вот знаете, такое еще есть, ну, лично это я даже из своей жизни рассказываю, вот когда тебе приносят, вот, ну, пусть даже букет полевых цветов, вот казалось бы, ну, это чепуха, да, вот казалось бы, ну, это не 101 роза, но тем не менее, это настолько вот, боже, у меня прям мурашки побежали. Это настолько такое суперское ощущение, когда ты понимаешь, что мужчина пошел, нарвал, да, либо же вот когда первые подснежники, да, еще лед стоит, и мужчина идет и рвет эти подснежники. Приходят, руки все в кровь, вот так сбиты, потому что он тебе рвал подснежники эти. Ну это ну реально, ну это дорогого стоит. И мужчина тогда, ну как-то, я не знаю, в глазах вырастает, что ли, да, вот такие поступки ценятся. Ну, не знаю, может быть, это я такая, ну, другие женщины тоже, я слышу, что есть, пусть нас, пусть нас мало, но мы в тельняшках, как говорится, да, но тем не менее, женщины очень любят романтику, не все об этом говорят, но любят это очень и очень многие. Я не беру вот этих каких-то гулящих девочек, которые чисто скачут по жезлам, которым больше ничего не нужно. А вот нормальным таким женщинам нужны, конечно, вот такие вот какие-то красивые поступки. Я не говорю, что, чтобы это было ежедневно, нет, потому что это, конечно, надоест, это наскучит. Я уже не раз об этом говорила. Это должно быть каким-то вот таким приятным сюрпризом. Но, тем не менее, вот намотайте на ус, независимо от того, есть у вас усы или нет. Мотаем, ребята. Так, погнали дальше. Что у нас еще здесь за женщина? Смотрите, она такая вроде бы с одной стороны вот белая пушистая, но она с характером. Вот она отпор даст точно. Если кто-то будет наезжать на нее, если кто-то будет обижать, это 100%. Она такая вот, ну, за словом в карман не полезет. Язычок у нее подвешен, хорошо подвешен. Это женщина, которая способна любить. Вот что, знаете, мне очень нравится эта фраза. Она способна любить, она способна отдавать, она способна на какие-то вот моменты, ну, самопожертвования, что ли, да, вот именно с этой женщиной у вас, да, по тузу кубков у вас будет взаимная любовь. Когда эмоции переполняют, когда тебе хочется в 12 ночи мчаться, чтобы ее хотя бы 5 минут увидеть, когда ты готов быть с человеком 24/7. То есть это такой вот тандем у вас будет, что
знаете, вот это настолько как-то ворвется в вашу жизнь, что вы даже не будете ожидать этого. И неважно, думаете вы об этом, хотите или нет, довольно часто судьба вот подбрасывает такие шансы, да, именно тогда, когда мы этого не ждем. Я уже не раз рассказывала, что вот там наверху высшие силы, они видят, когда кого нам посылать. Если вам сейчас не дана женщина для серьезных отношений, возможно, по какой-то причине вы не готовы еще. Потому что умом, головой можно хотеть, а душой и сердцем, вот именно внутренне быть зажатым, закомплексованным, может быть куча страхов, да, и потому Вселенная это видит все, и потому как бы немножко так застопорилось у вас все. Это женщина, с которой у вас будут, ну, серьезные отношения, это, ну, просто 1000000%. Смотрите, так, сейчас будем расшифровывать. Смотрите, эта женщина вот именно как раз ворвется в вашу жизнь. Она ворвется так, что поначалу вот вы как будто опешите, да, вот поначалу у вас будет страх, опять же, вот страх, как я говорила в начале, только бы она корыстна не оказалась. Да, она вам безумно понравится, вам будет с ней хорошо, на одной волне, все. Но вот этот вот страх, вот вы будете сами себя накручивать, вы будете сами себе выносить мозг, только бы не охотница за деньгами. Вот понимаете, будет у вас такое состояние, что с одной стороны, ну, влюбился как мальчишка, да, вот хороша во всех отношениях, но только бы не охотница за деньгами, только бы не предательница. И, может быть, даже поначалу вы будете вот реально себя накручивать, переживать, вот именно вот за финансовые моменты. Потому что вы в своей жизни, понятно, вы пережили уже, да, уже одна, так сказать, облапошила вас, да, по поводу денег. Теперь это в каком-то смысле у вас пунктик будет. Причем, смотрите, эта женщина, вот она со временем, она вам покажет, что даже докажет, что она абсолютно не корыстная, что ее не интересуют ваши деньги. Вот она настолько будет тонко как-то воздействовать на вас, она настолько найдет вот те ниточки, те рычаги, на которые у вас можно нажать, так сказать, что вы сами поймете, вот напрасно вы себя накручивали, да, она совершенно другая, она совершенно не такая, она не нацелена ни на какие ваши деньги, она абсолютно искренняя, она очень искренняя. Поэтому то, что вы переживаете за свои деньги, ну это так, пустая трата нервных клеток. Женщина это, которая, знаете, вот она настолько умело будет находить к вам подход, настолько, ну, по-женски мудро, что ли, взаимодействовать с вами, да, настолько вот она убедит вас, что ей можно верить, что ей можно доверять, но вы просто будете обалдевать, да, если можно так назвать. Вот может даже быть ситуация, когда вы будете смотреть на нее и думать, ну, елки-палки, ну так не бывает, ну таких женщин, ну не бывает. Вы просто настолько в ауте будете, да, что ну как, ну это мне, ну реально подарок небес, ну не бывает таких. Просто из-за вашего вот этого недоверия вы, конечно, какой-то период еще, ну, повыносите себе мозг, вы без этого не можете, ребят, ну не можете. Вот эти вот опасения, они, конечно, у вас присутствуют. Ну, семейная карта, я даже дальше смотреть не буду. Это уже будет как бы финальный аккорд, да, о чем можно говорить. У вас и ребенок может быть, если кто захочет, да, у вас полноценная семья выпадает, то есть это гармоничные абсолютно отношения. Это женщина, которая, ну, реально будет вашим таким вот шансом на семью, шансом на новые отношения. Причем даже у некоторых из вас, кстати, при вот этой женщине как-то вот и карьера как будто, ну, вверх пойдет, да, это может быть повышение, там по службе у кого-то, там по работе.
Может быть, у кого-то даже повышение зарплаты, либо же премию дадут. Ну, то есть вот такие вот моменты, знаете, это гармония, которая затрагивает разные сферы вашей жизни. Поэтому я еще раз призываю тех, кто очень любит себя накручивать по поводу и без повода. Вот не надо, не накручивайте себя, потому что это потом вам аукнется в новых отношениях. Если кому-то тяжело самому бороться с собой, со своими какими-то подозрениями, со своими вот этими болями, страданиями по поводу женщин, но обратитесь к специалисту, и ваша жизнь, абсолютно заиграет новыми красками. Потому что если вы будете вступать в новые отношения через недоверие, через какие-то вот проверки, да, потому что вы не доверяете, как-то это не очень правильно. Я знаю, да, многие проверяют, особенно вот кто обжигался, но тоже это не очень хорошо и не очень правильно. Доверяй, но проверяй. Здесь, знаете, здесь так двоякое такое отношение. Я и сама иногда вот говорила в видео, это для тех, кто, не очень доверяет женщинам. В конце концов, хорошо, ты можешь ее проверить, может, тебе полегчает. Но вообще я не сторонник таких проверок. Это уже последняя стадия, когда ты в начале отношений, ты проверяешь. Да, понятно, тебе больно, тебе обидно, ты пережил там какие-то проблемы в своей жизни по поводу денег. Но, тем не менее, вступать в новые отношения через недоверие, это не очень правильно. Поэтому я еще раз призываю, обращайтесь либо же к специалистам, либо сами пытайтесь вот как-то уяснить это, что все женщины разные. Если одна предательница, если одна там какая-то корыстная дама была, но это не значит, что все остальные будут корыстные. Это просто видно. Вот, ребята, вот я еще раз вам говорю, но это видно, это даже без проверок видно. Это настолько, как дважды два просто. Вы все умные, образованные люди. Вы имеете каждый свой опыт за плечами. Вы прекрасно разбираетесь в женщинах. Просто не нужно расслабляться, а общаться и фильтровать, читать между строк. Что женщина говорит, как она говорит. Да, это непросто, да, это не все умеют, но тем не менее учитесь улавливать какие-то подтексты, что женщина говорит, о чем она говорит, как она о деньгах говорит. Когда вы знакомитесь с женщиной, обращайте внимание на ее какие-то именно житейские такие мировоззрения. Что она думает по поводу семьи, что она думает по поводу семейного бюджета, что она думает там по еще каким-то пунктикам, которые вас интересуют. И делайте определенные, выводы, да. Поэтому все намного проще, чем вы думаете, и не нужно расстраиваться, не нужно отчаиваться. У вас будет семья, у вас будет новая потрясающая женщина, которая абсолютно не охотница за вашими деньгами. Это будет ваша новая девчонка-хулиганка, но очень такого семейного склада, чего я вам всем и желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!